Человеческое общество давно занимается изучением зависти, ненависти и негодования. Особенно, когда эти эмоции направлены на тех, кого мы воспринимаем как более успешных, чем мы сами. Эти чувства, глубоко укорененные в психологии и социальном взаимодействии, представляют собой сложный коктейль человеческих эмоций и культурных влияний. На первый взгляд, они могут показаться поверхностными реакциями на внешний успех, но при более тщательном рассмотрении оказывается, что эти чувства имеют глубокие корни, включая личные неудачи, социальное неравенство и культурные убеждения о значении успеха и статуса. Эти эмоции не являются чем-то новым. Они находят отражение в литературе, истории и искусстве на протяжении веков. От классических трагедий до современных социальных сетей люди всегда стремились понять и обработать сложные чувства, возникающие при наблюдении за успехами других. Важно осознавать, что такие чувства могут иметь как разрушительные, так и конструктивные последствия. Понимание природы и происхождения этих негативных эмоций может быть первым шагом к управлению ими и превращению потенциального негатива в положительные изменения и личный рост. В различных культурах и традициях зависть и ненависть к более успешным часто отображены через мифы и рассказы, которые подчеркивают вечную борьбу с этими чувствами. Библейская история о Каине и Авеле является одним из самых ранних примеров зависти и ее разрушительных последствий. Каин, завидуя благосклонности, которую Бог оказывает Авелю, поддается своим низменным чувствам, что приводит к первому в истории человечества убийству. Этот рассказ символизирует глубокие психологические и моральные конфликты, связанные с завистью и ненавистью, и иллюстрирует их потенциально катастрофические последствия. Греческая мифология также богата историями о зависти и конкуренции, где боги и герои часто оказываются втянутыми в интриги и конфликты из-за личных амбиций и зависти. Одним из таких примеров является миф о нарциссе, чья красота вызывала всеобщее восхищение, но и пробуждала зависть и ревность. Этот миф не только подчеркивает разрушительную силу зависти, но и показывает опасность самовлюбленности и отсутствие эмпатии к чувствам других. Греческие мифы обогащают наше понимание зависти как сложного и многоаспектного чувства, которое может привести как к трагедии, так и к самопознанию. В философии и литературе зависть и ненависть часто рассматриваются как фундаментальные человеческие эмоции, влияющие на моральные и этические выборы. Философские трактаты исследуют зависть и ненависть с точки зрения их влияния на человеческое поведение и общество. Сказки и трактаты, такие, например, как «Золушка», где завистливые сводные сестры пытаются помешать ее счастью, иллюстрируют, как зависть может ослепить и привести к несправедливым действиям. Эти истории предоставляют богатый материал для размышления о природе зависти и ненависти, а также о возможностях преодоления этих эмоций и достижения личного роста и мудрости. Зависть как эмоция имеет сложный механизм, уходящий корнями в глубокие слои человеческого сознания. Она возникает как реакция на восприятие превосходства другого человека или его успеха, особенно в тех областях, которые мы считаем важными для собственной идентичности или ценностей. Это может быть успех в карьере, личная жизнь, финансовое благополучие
или даже обладание определенными качествами, такими как ум, красота или популярность. Важным аспектом зависти является сравнение. Она возникает, когда мы сравниваем себя с другими и чувствуем, что они достигли большего или обладают чем-то таким, чего у нас нет. Понять, что вы завидуете кому-то, можно по определенным признакам. Эти признаки включают в себя частое сравнение себя с другим человеком, чувство раздражения или гнева при упоминании об их достижениях или качествах, а также чувство удовлетворения или радости, когда этому человеку не везет. Зависть также может проявляться в виде необоснованной критики или попыток умалить достижения другого человека. В психологии это называется обесценивание. Осознание собственной зависти требует честности перед собой, а также понимание того, что чувство зависти – это отражение вашей неуверенности в себе и вашей неудовлетворенности своей жизнью. Распознать, что кто-то завидует вам, также можно по определенным признакам. Это могут быть изменения в поведении человека. Человек может стать более отстраненным или критичным. Завистливые люди часто делают саркастические или язвительные замечания, пытаются уменьшить значение ваших достижений или не проявляют радости при вашем успехе. В некоторых случаях они могут пытаться подражать вам или конкурировать с вами. Понимание того, что кто-то завидует вам, может дать вам возможность в развитии вашей личной эмпатии. Преодоление собственной зависти начинается с самопознания и честности перед собой. Первый шаг – это осознание того, что ваши негативные эмоции по отношению к какому-то человеку являются проекцией ваших собственных неудач или нереализованных желаний. Важно учиться собственные успехи и достижения и никогда не сравнивать их с достижениями других людей. Нужно сосредоточиться на личном росте и саморазвитии, стремясь улучшать себя, вместо того, чтобы рассматривать успехи других людей и тратить ценное время вашей жизни на переживание того, что вы хотели бы иметь то, чего у вас нет. Преодоление зависти, исходящей от других людей, требует подхода, основанного на понимании и эмоциональной устойчивости. Первый шаг – это признание, что чужая зависть – это отражение их собственных внутренних конфликтов и неопределенностей, а не оценка вашего реального успеха или вашей ценности. Сохранение спокойствия и устранение от любых конфликтов, связанных с завистью, помогут вам поддержать здоровую эмоциональную дистанцию и не дадут негативным чувствам другого человека влиять на ваше собственное благополучие. Другим важным аспектом является избегание хвастовства или ненужного демонстрирования своих успехов, особенно в присутствии людей, которые могут испытывать зависть. Это ни в коем случае не означает, что вы должны скрывать свои достижения. Это говорит только о том, что очень важно сообщать о любых своих достижениях с тактом, чтобы не провоцировать дополнительные негативные эмоции, если вы не хотите конфликта. В некоторых случаях активное привлечение, вовлечение человека, который вам завидует, в любые диалоги о ваших планах и целях, о том, как именно вы будете этого достигать,
может помочь снизить напряженность между вами, потому что вы покажете, что ваш успех доступен каждому человеку, кто готов приложить к этому усилия. Демонстрация того, что вы радуетесь успехам других людей и готовы помогать им в их стремлениях, очень часто помогает преобразовать отношения, основанные на зависти, в отношения, основанные на взаимном уважении и поддержке. Этот подход способствует созданию здоровой среды для общения, где успех одного человека воспринимается как победа для всей группы или сообщества. В конечном итоге речь идет о лидерстве, потому что именно лидер способен мотивировать тех, кто идет за ним, к своим собственным достижениям. Мистические традиции часто предлагают уникальный взгляд на преодоление зависти, акцентируя внимание на внутреннем самопознании и осознанности. Одним из ключевых принципов, на которых они настаивают, является понимание того, что истинное счастье и удовлетворение исходят изнутри человека, а не определяются внешними обстоятельствами или сравнением с другими. Например, в буддизме зависть считается одним из отравляющих ум состояний, и ее преодоление лежит в практике медитации, осознанности и развитии сострадания. Далай-лама говорил: счастье не зависит от того, что у вас есть или кто вы. Оно зависит исключительно от того, что вы думаете. Суфийская мистика также призывает к пониманию единства всех вещей и осознанию, что зависть возникает из иллюзии разделенности. Руми, персидский поэт и суфийский мистик, писал: «Ты не капля в океане, ты целый океан в капле». Эта метафора призвана напоминать, что каждый из нас содержит в себе нечто большее, чем видимые достижения или материальные блага. Христианская мистика также уделяет внимание внутреннему преобразованию, подчеркивая важность любви и прощения на пути к преодолению зависти. Томас Мёртон, известный христианский мистик, говорил: «Вместо того, чтобы ненавидеть людей, которые счастливы, мы должны стремиться к собственному счастью и ощущению полноты жизни». Осмысление и преодоление зависти – это путь к личному росту и эмоциональному благополучию. Зависть не только отравляет взаимоотношения и порождает негативные эмоции, но также отвлекает от личного развития и самореализации. Сосредоточьтесь на собственном совершенствовании, а не на моральных недостатках других. Это напоминание о том, что личное развитие и самопознание являются ключами к преодолению зависти и к созданию более счастливой жизни. Мудрость, которую несут в себе мистические и духовные традиции, направлена на раскрытие глубинной правды о нашем существовании и наших взаимоотношениях с миром и другими людьми. Они учат нас видеть, что истинная радость и удовлетворенность исходят изнутри, а не определяются внешними достижениями или материальными благами. Мы не видим вещи такими, какие они есть. Мы видим их такими, какими есть мы сами. С другой стороны, преодоление зависти, проявляемой другими к нам, требует понимания и сострадания. Вместо того, чтобы воспринимать зависть как угрозу или обиду, ее можно видеть как возможность для эмпатии и понимания. Понимание того, что чужая зависть – это часто отражение внутренней борьбы, может помочь принять ее с состраданием. Именно это сострадание поможет вам сохранить контакт с тем человеком, от которого вы не можете отойти и отодвинуться.
Преодоление зависти, как собственной, так и чужой, это путь к более гармоничным отношениям, более глубокому пониманию себя и окружающих, и в конечном итоге к более счастливой и целостной жизни.